Привет. Если свистит ремень генератора при повороте руля, не торопитесь менять ГУР. Обратите внимание на обгонную муфту генератора. Оказывается, это не просто муфта, не просто шкив, а обгонная. Обгонка как на стартере типа. И, в общем, ее проблема в чем? Когда она долго работает, она перестает работать и перестает компенсировать колебательные движения ремня. А они неизбежны, потому что это дизель и очень резко работает, особенно на холостых. Получается так, что через коленвал на ремень передается колебательные движения, которые должны, по идее, бы успокаиваться, но ремень-то жесткий, поликлиновый. И получается, что ремень двигается рывками. А вы, поворачивая руль, нагружаете насос ГУР, и он, естественно, эту нагрузку передает на ремень, который в этот момент то прослабнет из-за прыжков своих, то наоборот натянется. Вот и отсюда и звук, этот свист при повороте руля. Проверено уже. В общем, при повороте вот это специальный ключ для съема вот этого шкива. Его тоже надо обязательно крутить, кроме самого шкива. При повороте, вот так, когда насаживаешь, исправный шкив крутится в одну сторону, но не крутится в другую, если сдержать за вот эту внутреннюю шестерню, головку. А неисправный, как этот, он не крутится в обе стороны. То есть, по сути, он работе-то не мешает, но ремень испытывает вот эти нагрузки. Естественно, когда ремень крутится и проскакивает, он полирует шкив. У меня, допустим, шкив ГУРа прям вообще блестит, как, не знаю, как будто бы он хромированный. Ну и сам по себе изнашивается ремень. Это тоже, конечно, не зергут. В общем, менять его нужно, как пишут, снимая генератор. Но если выкрутиться, как у нас обычно это всегда бывает, то можно и без снятия генератора. Просто его снятие, но это еще тот геморрой туда залезть. Это тут ни сверху, ни снизу к нему толком доступа-то нет. При желании, конечно, можно снять, но тяжеловато. В общем, для того, чтобы открутить этот самый шкив при исправном генераторе, вам же больше ничего не нужно, только его поменять. Надо приподнять мотор. Основные усилия направьте на это. Приподнять мотор примерно на сантиметр, иначе лонжерон передний, вот этот слева, тут который, вот этот синенький, он не даст вам ключ вставить в то место, где откручивается этот самый шкив. Вот эту байду вот тяжелую открутить тоже надо, она мешает ровному положению ключа. И приподнять мотор. Приподнять мотор довольно просто. Два болта спереди от крепления открутить и прослабить каким-то образом вот это крепление боковое левое. Ну, не знаю, надо или нет, я прослабил примерно на сантиметр, открутив его крепление от рамы. Вот там дальние внизу болтики 3 штуки. 3, по-моему, да. Короче, на сантиметр открутил, домкратом за прям компрессор приподнял. Тут много не надо, сантиметр, и даже сильно давить не надо. И ключ вставил, вот эту крышечку снимаешь, вон там, где блестит, слева у него пластиковая крышечка, и она снимается, и ключик вставляется, и все откручивается херово, но откручивается. У меня так она не крутилась, потом щелкнула, и все. В общем, больших сложностей нету. Ну, как ремень снять, все знают. Вот эта пластиковая крышечка. А тут вот... Ой, вот тут стоят. К сожалению, этот ключ надо покупать. Сколько он там, рублей 700 где-то стоит. Но без него никак, потому что вот эту вот эту зубчатую шестерню головку, это еще и с дыркой внутри. Не знаю, я бы не смог. Тем более с тем усилием, которым я откручивал, это точно только спецключом можно. Причем нормальным, а не говно какое-нибудь тягучее. В общем, меняется так. Все, теперь ремень спокоен. Вот как она должна работать, обгонная муфта генератора. В одну сторону крутится, в другую нет.
Вот как работает неисправная. Вернее, не работает. Ни в одну сторону она не крутится. И вы об этом не знаете. А узнаете только когда будет гур скрипеть у вас. Все, ремешочек просто шелковый. Даже не дернется. Плывет как по речке.